the ways of curing it. Вчера речь шла о унынии, что порождает ее и как с ней бороться, как ее исцелять. And I think it's important to recognize what the traps are in the spiritual life. И я думаю, нам важно понять, какие существуют капканы, ловушки в духовной жизни. When we don't know what something is, we either ignore it or we get overwhelmed by it. Когда мы не знаем, с чем мы сталкиваемся, что перед нами предстает, мы или не обращаем на это внимания, или не знаем, как нам поступать. So just to do a little finishing up on the idea of despondency. Закончить тему эту о унынии, чтобы закончить тему о унынии. If you remember that despondency and despair never come to the person who lives the life of sharing in community under obedience. Если вы помните, уныние и отчаяние никогда не тревожит, не приходит к человеку, который живет в общине, который пребывает в послушании. And despondency always comes to the individual who is putting themselves first. И уныние всегда приходит к человеку, который на первое место ставит себя самого. And despondency always comes to the one who's not under obedience. И человек, который не пребывает в послушании. And despondency always comes to the one who does not have control of their stomach. И также к тем, кто не победил свое чревоугодие, свое чрево. So let's talk about the stomach this morning. Так что давайте поговорим о чреве сегодня утром. Gluttony, or the desire to consume, чревоугодие или желание поглощать, потреблять, is the hypocrisy of the stomach. Это лицемерие чрева. For when the stomach is glutted, filled, Потому что когда чрево наполнено, it complains it does not have enough. Оно жалуется, что ему не додали, что ему недостаточно. And when the stomach is loaded and bursting, Когда он уже наполнен до отказа и почти что готов лопнуть, it still cries out that it's hungry and needs more. все равно кричит и вопиет к нам: хочу больше, еще дайте мне больше. Gluttony causes one to seek flavorful seasonings. Чревоугодие заставляет нас искать всякие изысканные приправы. Gluttony loves sweeteners. И любит сласти. When you try to stop one part of gluttony, когда пытаешься прекратить, пресечь какую-то одну часть чревоугодия, один аспект чревоугодия, it then comes up someplace else. тогда возникает оно с другой стороны. The fathers tell us that satiety, when you satisfy, when you are filled in food, it is the father of fornication. Святые отцы говорят, что пресыщение пищей – это отец блуда. When you eat to the point of total satisfaction, когда ты наедаешься до предела, так что дальше уже нельзя, your desire for carnality is heightened. Твои плотские желания увеличиваются, они усиливаются. And it doesn't mean that you sit at table and you eat until you can't move. И это не значит, что ты наедаешься за столом до той степени, что ты не можешь уже двигаться. That certainly would bring about the same effect. Хотя это, конечно, тоже даст тот же результат, приведет к тому же состоянию. But all pleasures are connected. All sensual passions are connected.
Но все чувственные страсти, они между собой связаны. Food is a pleasure, a passion. Пища это удовольствие и страсть, некая страсть. Sleep is a passion, Сон a это pleasure. страсть и удовольствие. And so too is fornication. Fornication meaning any sexual behavior outside of marriage. И также страсть к этой категории принадлежит и блуд. И по блудом имеется в виду любые половые отношения вне брака. That's lustful and impure thoughts, pornography, masturbation, sex with others when you're not married to, sex with yourself. Any of those things are under the term fornication. Это и похотные мысли, и рукоблудие, и пребывание в отношениях с лицами своего пола, все это в этой же категории. But if you afflict, you attack, you control the stomach, Но если ты пытаешься победить и урезонить свое чрево и привести его под контроль, and you do it under obedience, not under your own desire to control things, и делаешь это, пребывая в послушании, не следуя своему собственному желанию контролировать все, что тебя касается. that control of the stomach, that control of the desire to please oneself with food brings about purity of soul. Тогда это самообладание и самоконтроль над своим чревом, он приводит человека к чистоте души. We, as monastics, have generally, more times of control of food than the laity do. В общем и целом, монашествующие более чем миряне практикуют, так сказать, контролирование своей пищи. In most cases, food is provided for you. You don't have the choice of going out and finding what you want. Чаще всего пища тебе предоставляется, и у тебя нет возможности и выбора искать и выбирать то, что тебе самому по душе. But the monk who is a glutton on non-fasting days, Но монах, который чревоугодник во время не постных дней, eats all those things he loves with plenty. He fills himself. ест то, что ему нравится, до пресыщения. Он себя заполняет едой. He will suffer greatly spiritually. Он очень пострадает в духовном смысле. The man who loves to please himself during the fast, even before the fast begins, he will count the days until Pascha so he can eat again. Человек, который любит насыщать чрево, даже до начала поста, он считает дни, оставшиеся до Пасхи, чтобы по их прошествии себя опять насытить. The monk who is a slave of his belly Раб своего чрева calculates what dishes he will eat at a celebration. вычисляет, какие он будет блюда есть во время праздника. He will think about those things that taste good while he's fasting. И у него будут размышлять во время поста о вкусных вещах. The servant of God doesn't contemplate the taste of dishes. Но раб Божий не представляет в своем сознании, воображении вкус и вкушение различных блюд. The servant of God considers the spiritual gifts he's acquiring. Раб Божий думает о
духовных дарах, которые он может получить. It's something we have to be very careful of. Нам нужно к этому подойти с большой осторожностью. Food is a necessity. Пища – это необходимость. And therefore, in our mind, we say, because we have to eat it, there's nothing wrong with what we're doing. И поэтому мы себе сами говорим в своем рассудке. There's nothing wrong with anything of God's creation. Если это необходимость, значит ничего страшного, если мы едим. Но ничего страшного нет ни в чем, что создано Богом. It's whether we use or misuse creation that we have the problem. Но в том, правильно мы или неправильно используем создание Божие, в этом состоит проблема. There are certain of the passions that are in and of themselves, when used correctly, are not a passion, but when misused, they become a passion. Некоторые страсти таковы по своей природе, что когда мы их используем согласно, когда мы используем их правильно, это не является проблемой. Но когда мы их используем неправильно, это становится проблемой и не идет нам во благо. So when it comes to food, if we use it for nutrition and within moderation, it's a blessing. Так что касается еды, если мы используем ее, чтобы питаться, и используем ее умеренно, это благословение. When the seeking of food is the desire for pleasure and all this, it sets up all the other desires for pleasure. Но когда но выискивание вкусной пищи, чтобы получить удовольствие, оно как бы дает начало и разным другим страстям, которым мы себя потакаем. It is easy to be deceived by food. Очень легко быть обманутым пищей. We tell ourselves we have to eat. Мы говорим сами себе, мы должны питаться, мы должны есть. And then we run after those things that please us, not for the sake of nourishment, just for the sake of pleasure. И потом бегаем и выискиваем себе еду, пищу, которая нам приятна, которая нам приносит удовольствие, не обязательно, которая нам полезна. The same is the problem with sleep. То же самое касается сна. One needs sleep, Человеку нужен сон, but enough for health, not for the sake of pleasure. но достаточно, чтобы пребывать в здравии, не для удовольствия, не для самого наслаждения. So, between despondency, which we talked about yesterday a little bit this morning, Так что между унынием, о котором мы говорили сегодня утром, and then the one passion that fires up all the others, и затем о страсти, которая дает начало и возжигает все различные другие страсти, you can see how easy it is to get into the trap of pleasing self. можно увидеть, как легко человек попадает в ловушку самоуслаждения, самоугождения. Some people, for whatever weird reason I don't know, По какой-то странной причине, о которой я не знаю, откуда она возникает, некоторые люди find obsessing on their misery очень придают, без конца размышляют и без конца думают о своем несчастном положении. to be a source of joy and pleasure. И это их положение для них радость и счастье, и удовольствие. They often say they are suffering, Они часто говорят, мы страдаем, мы страждем, but their suffering is caused by their approach to things. но их страдание это результат того, как их подхода к вещам. Страдание это I say stop obsessing and focusing on yourself. Я говорю им, перестаньте без конца размышлять и сосредотачиваться на самих себе.
And their response is, I can't help it. А их ответ: я ничего не могу с этим сделать. And in reality is, what they are saying is, I don't want to. I've chosen to think about it. Но что они говорят по-настоящему, и реальность состоит в том, что я не желаю, не хочу этого делать. И я делаю выбор, чтобы продолжать быть в таком состоянии. And most often, what they really don't understand is that by their constant thinking about it, it controls them. И чаще всего они не понимают, что потому что они размышляют и без конца сосредотачиваются на этих вещах, эти же вещи их контролируют, и они в рабстве этих вещей. We continually forget that the path of the Christian is the cross and suffering. Мы постоянно забываем, что путь христианина – это крест и страдания. We really believe that the goal of this life is to live without suffering and without the cross. Но мы думаем, что цель жизни – это жить без страдания и без креста. And when we have that thinking that there is to be no suffering, everything is to be pleasing and comfortable, we are always frustrated. И когда мы берем это себе за правило, что цель жизни – это жить без страдания и себе удовольствия, тогда это становится это принесет нам большие разочарования. So I encourage you, the next couple of days, as we're getting, as we're getting ready for the great fast, we have many days of indulgence, days without any fast. Я хотел бы вас призвать к тому, чтобы во время дней, оставшихся до поста, когда у нас есть много дней, еще осталось не постных, я вас хочу призвать к тому, чтобы Don't be living and thinking about what you're going to eat. не живите, думая о том, чтобы поесть, чтобы нам поесть. Think of the preparation for the spiritual feasts that are coming. Думайте о том, как подготовиться к духовным праздникам, которые наступают.